Ведьма, волшебницы, чародейки. W-I-T-C-H. Думаю, многие из вас сейчас вспомнили старые добрые времена, когда по Jetix показывали мультсериал о простых девчонках, которые однажды открыли в себе волшебные силы и стали стражницами завесы. Или, возможно, вы вспомнили журналы с комиксами, которые вы зачитывали до дыр. А возможно, вы подумали о серии книг с чародейскими советами на все случаи жизни. Но все же большинство, как я заметила, знают их именно по сериалу, состоящему из 2 сезонов. Да, увы, 3-й сезон «Чародеек» так и не вышел, но на этом история не закончилась. На данный момент выпущено целых 11 арок, то есть, грубо говоря, 11 сезонов комиксов, из которых мы как раз и можем узнать, что случилось далее с Вил, Ирмой, Тарани, Корнелией, Хайлин после Нриссы. Именно этому будет посвящена новая серия роликов на моем канале. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает добро пожаловать в новое видео. Для меня «Чародейки» действительно очень особенный проект. В первую очередь, потому что он у меня связан с воспоминаниями из самого детства, о начальной школе. Я отчетливо помню, как я радовалась, когда родители приносили мне новые книжки. У них на обложках еще таким красивым шрифтом было написано «Ведьма». Как я их разглядывала, как я читала. Я даже брала их с собой, показывала своим одноклассницам. И иногда мы даже обменивались книжками на время. К сожалению, я так и не дочитала все комиксы до конца, но сейчас я активно исправляю это. Мне очень нравится эта вселенная, и я действительно хочу узнать до конца, чем же там все-таки закончилась история. И, конечно же, самым интересным поделюсь с вами. В этом видео я расскажу вам о том, какое будущее может ждать чародеек при 2 вариантах. Первом, если они откажутся от своих волшебных сил, и втором, если они так и останутся стражницами Кондракара. Обратите внимание, что только от вашего актива зависит, станет ли это своего рода рубрикой на моем канале, так что обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, если эта тема вам интересна. Ну а мы приступим. Как вы поняли из моих вступительных слов, мы сегодня рассмотрим целых 2 комикса. И первый комикс — это 50-й номер «Магия навсегда». В этом комиксе история начинается с того, что девочки прибыли в Кондракар, причем прилетели они по зову своих собственных элементов. Представляете, элементы могут разговаривать. Оракул отводит чародеек в комнату духов, где с помощью дыхания времени показывает, что могло бы произойти, если бы в самом начале Вил отказалась от сердца Кондракара. Тут есть страничка с иллюстрацией прям из самого-самого первого выпуска. Это так ностальгично. И давайте быстренько пробежимся по этой истории, потому что на самом деле это не основная история, которую я сегодня хотела рассказать. Ян Лин, бабушка Хайлин, рассказывает каждой девочке о ее способностях, доходит очередь до Вил, и Ян Лин протягивает ей сердце Кондракара. Та сразу же отказывается, кричит: «Нет, не надо, не будет», срывается, убегает, и в результате у всех чародеек забирают обратно их волшебные способности. Дальше нам рассказывают о том, что их дружба рушится, все они начинают сильно ругаться, но затем начинают происходить очень странные вещи. Если говорить коротко, девочки начинают чувствовать боль друг друга на расстоянии, чувствовать одинаковые запахи, слышать одинаковую музыку. Чуть позже Вил рассказывает, что это так называемая сенсориальная чувствительность, то есть между девочками есть особенная эмоциональная связь. И честно вам скажу, что это для меня было прям таким открытием. Я так-то понимала, что им как бы было суждено встретиться, и все это предначертано судьбой, но я не знала, что они настолько были связаны с самого начала. Девочки это осознают, понимают, что каждая из них является одним из 5 чувств человека, и вместе они являются одним целым единым организмом. И в этот момент Вил показывает сердце Кондракара и говорит девочкам о том, что все-таки им надо объединиться, и вуаля, снова команда в сборе. То есть, по сути, эта история говорит о том, что даже если бы в самом начале Вил отказалась от сердца Кондракара, рано или поздно они бы пришли к тому, что им надо объединяться, и стражницы мы едины. Далее Оракул обратился к Тарани и Корнелии, и оказалось, что у них есть некоторые сомнения, и им очень было бы интересно узнать, как бы выглядело их будущее, если бы в какой-то момент они прервали свой чародейский путь и вернулись к нормальной жизни. Оказалось, что в одном из вариантов будущего Тарани, такая, красотка, станет учителем танцев, а по образованию она будет психологом. И это немного неожиданно, потому что я всегда думала, что она станет ученой. Далее мы видим взрослую Хайлин, и она просто потрясающая. Оказывается, что она работает стюардессой, и да, до сих пор летает, как в старые добрые времена. Ирма работает стажером, и она ветеринар. В общем-то, у нее все довольно очевидно, мне кажется. Далее в комикс буквально врывается Корнелия на своей машине, такая дерзкая, такая неожиданная. Она работает смотрителем парка, но ее отец не очень доволен ее выбором,
директора, он хочет, чтобы она бросила эту работу, начала снова учиться и стала управленцем в банке, как и он сам. И, наконец-то, мы видим Вилл в довольно таком неожиданном образе. Никогда не думала, что ей отрастят в результате волосы, но, честно вам скажу, что я больше люблю ее более с короткими волосами. Девочки приехали, чтобы забрать свои вещи из дома госпожи Рудольф. Если не помните, напомню, что это учитель по математике, но на самом деле она сама с Меридиана, и это как раз тот персонаж, который украл Элиан и перевез ее на Землю, чтобы спасти ее от ее бешеного брата Фобоса. Там они встречают целых 2 парней Ирмы. Эндрю, который вроде как-то ей нравился, но у них как-то ничего не сложилось, как я поняла. И Мартин, который постоянно к ней клеился. Я думаю, вообще этот персонаж не нуждается в представлении, все его прекрасно помнят. В общем, оказалось, что красавчик стал уродом моральным, а Мартин прям похорошел, посильнел. Ну и поумнел. Мартин помогает девочкам с вывозом всех вещей из дома госпожи Рудольф. По стечению какого-то времени девочки снова встречаются и... Блин, они пьют чаечек. Интересно. Думаю, вы уже успели заметить, что я рассказала о сфере деятельности каждой из чародеек, но о Вилл как-то нет информации. Дело в том, что она никак не могла себя найти после того, как распалась команда. И вот, наконец-то, после того, как девочки перевезли все вещи, и Мартин нашел некоторые записки Вилл, которые она когда-то делала, Вилл поняла, что она хочет написать книгу, и Мартин ей очень сильно в этом помог. Мартин оброс некоторыми связями, благодаря которым Вилл смогла выпустить книгу под названием «Магия навсегда». И на этом и заканчивается история. Если честно, я ожидала чего-то более эпичного, но оказывается, что жизнь чародеек без их чародейских способностей, не такая интересная и завораживающая. В следующий раз девочкам удается посмотреть в будущее в 121 выпуске, и этот комикс называется «10 лет спустя». Ян Лин дарит девочкам ключи и предлагает им открыть одну из дверей, чтобы подсмотреть, что их ждет через 10 лет, но это уже их настоящее будущее, если они не откажутся от своих сил. И тут начинается самое интересное. Я вообще обожаю этот выпуск, надеюсь, вам тоже он понравится. Тарни открывает свою дверь и понимает, что она бежит. Оказывается, что она участник олимпийских соревнований, она спортсменка. Как я понимаю, ей нравится ее будущее, единственное, что ее смущает, это ее молодой человек. Видимо, он слишком любвеобильный, в этом есть какая-то проблема. Далее нас переносит в бизнес-центр, и перед нами является Вилл. Вилл была одной из моих самых любимых чародеек, и я всегда металась между Вилл и Корнелией, и тут она просто божественная, боже мой, какая у нее красивая прическа. Блин, я теперь думаю постричься. Оказывается, она стала предпринимательницей точно так же, как ее мама, и также нам здесь показывают ее секретаря, такую очень серьезную, очень строгую женщину. Также мы узнаем, что у Вилл в будущем нет парня, потому что, как сказала секретарь, откуда у женщины, которой некогда даже кофе попить, кавалер? Вилл приходится участвовать в презентации нового продукта, о котором она даже понятия не имеет, она прибыла из прошлого, она вообще не в курсе, что здесь происходит. Ей презентуют какой-то продукт, который на вид мне показался похожим на желе, она его пробует и говорит, что там мало перца, а все на нее смотрят и говорят: это кошачья еда. Вы, кстати, когда-нибудь пробовали кошачью еду? Я ни разу не пробовала и, наверное, уже никогда не попробую. Дальше мы переносимся к Ирме, и оказывается, что она, шок-контент, стала учителем. Она оказалась в ситуации, когда она должна была отвести ученицу к директору, но проблема в том, что она даже не знала, где находится кабинет директора. Упс. Дальше состоялся очень милый диалог между ученицей и учительницей. Они просто посидели в коридоре, поговорили, обсудили проблемы этой девочки. И я прям очень сильно начала завидовать Кейт, потому что у меня не было такого прекрасного учителя. Заодно во время этого разговора Ирма узнает, что она стала учителем математики. Далее Корнелия. Она очутилась в какой-то криповой обстановке, даже не сразу было ясно, что происходит. В результате оказалось, что она актриса, но было бы все так просто. В общем, ей не повезло с партнером по съемочной площадке, он прям абьюзил ее, пытался принизить, пытался заставить ее чувствовать себя некомфортно, неуверенно. В результате он, конечно, напоролся на гнев Корнелии, и она его поставила на место, все окей, ребят. И, наконец-то, Хайлин. Через 10 лет она окажется в продуктовом. У Хайлин, на самом деле, оказалось все довольно просто. Из разговора с соседкой, которой она пересеклась по дороге домой, она узнала, что у нее есть муж и ребенок. И когда все чародейки наконец вернулись из путешествия во времени, Ян Лин сообщила им, что они могут толкнуть свою дверь, если им не очень понравилось их будущее, они хотят, чтобы оно изменилось. В результате двери толкнули почти все чародейки, и мне очень понравилась фраза Корнелии о том, что ей, в принципе,
принципе, понравилось ее будущее, но она предпочитает сюрпризы. Единственное, кто не толкнул дверь, соответственно, кто не изменил свою судьбу, это Хайлин. И в конце этого комикса следует очень-очень симпатичная иллюстрация с ее доченькой. Прям такая маленькая копия Хайлин. Вот как-то так. Давайте в комментариях выберем, какая из этих историй наиболее интересная. Надеюсь, вам понравилось это видео и вам было интересно узнать, какое будущее могло ожидать чародеек. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки или дизлайки в зависимости от ваших впечатлений, обязательно оставлять свои комментарии. Кстати, вам было бы интересно посмотреть свое будущее? И если бы вы узнали, что оно не очень, вы бы от него отказались? Я бы, наверное, просто не стала бы смотреть. Ну, стрёмно. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, включать все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Смотрите другие видео на моем канале. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!